Добрый вечер, друзья! Представляю вам новостной блок с главными новостями дня воскресенья 18 октября. Подписывайтесь на мой канал, и вы будете в курсе всех главных событий дня в России, Москве и мире. Как обычно, немалая часть сообщений затронет вопросы пандемии коронавируса в России и мире. Сегодня поступило важное заявление от директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академика Орега Таталяна. В эфире программы «Вести недели» с Дмитрием Киселевым он отметил, что пятая часть переболевших коронавирусом россиян в течение нескольких месяцев теряют антитела к нему. Иммунная система отреагировала небольшим уровнем антител, и через месяц-два от этих антител не осталось и следа, объяснил эксперт, добавив, что доля таких пациентов составляет порядка 15–20%. Также группа ученых из Лондона заявила, что ощущение шума в ушах, тиннитус, и потери слуха могут быть редкими осложнениями COVID-19 и требуют внимания как лечащих врачей, так и исследователей. Сегодня Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1» обозначил отсутствие трудовых мигрантов как одну из проблем в столице на данный момент, но, как заверил москвичей, московским властям удастся справиться с данной проблемой и ничего критичного не будет. Я в свою очередь посвятил этой проблеме целый дневной новостной блок, если есть желание, можете посмотреть его у меня на канале. За последние сутки в России выявлено 15 099 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. За сутки выздоровели 5377 человек, 185 пациентов скончались. Лидером среди регионов Российской Федерации по числу заболевших COVID-19 остается Москва, плюс 4610 случаев. В Санкт-Петербурге 674 случая. Московской области 460. Сегодня министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал в интервью ТАСС, что несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19, массовое закрытие школ или переход на дистанционное обучение пока не планируется. Особо подчеркну, что ни о каком локдауне в системе образования речи не идет, образовательный процесс сохраняется на территории всей России, заявил чиновник. По словам Кравцова, исходя из эпидемиологической ситуации, могут приниматься точечные меры, например, перевод тех или иных классов на дистанционное обучение, закрытие школ или введение каникул. Сегодня после 7-месячного перерыва в городе Мекка была открыта для молитв крупнейшая в мире мечеть Аль-Харам, заповедная мечеть. Правда, пока посетить ее могут лишь граждане и жители королевства Саудовская Аравия. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин заявил сегодня в эфире радиостанции Вести ФМ, что восстановление туристической отрасли ожидается с весенне-летнего сезона 2021 года. Он по понятным причинам с сожалением констатировал о фактическом нахождении на нуле въездного туризма в России. Главный иммунолог Минздрава, академик Российской академии наук Рахим Хаитов сообщил, что чаще всего от коронавируса в России умирают пациенты со слабой иммунной системой. Академик назвал частые простудные заболевания главным признаком ослабления иммунитета человека. Он допустил наличие иммунодефицита, если заболевания верхних и нижних дыхательных путей, включая банальный насморк, случаются по 15–20 раз в году. В России с 18 октября вступил в силу приказ Минтруда, определяющий новые правила получения пенсий. Согласно приказу министерства, пенсионеры, пожелавшие сменить банк, через который они получают пенсию, смогут оставить неизменной дату начисления выплаты. Раньше в случае смены банка дата получения выплат также могла меняться. В прокуратуре Республики Калмыкия сообщили сегодня о факте массовой гибели рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище в Калмыкии. В ведомстве заявили, что массовый мор рыбы произошел из-за недостатка кислорода на фоне критического снижения уровня воды, добавив при этом, что водоем, в котором произошла массовая гибель рыбы, образован из талых и дождевых вод. Департамент транспорта Московской мэрии объявил, что на следующей неделе будет усилен контроль за тем, носят ли пассажиры маски и перчатки. Проверки будут проходить в автобусах, трамваях, в столичном метро и московских центральных диаметрах,
говорится в сообщении, опубликованном департаментом. Несколько слов о спорте. Московский ЦСКА в 11-м туре Российской футбольной лиги победил столичное «Динамо» со счетом 3-1, а теннисист Андрей Рублев стал победителем крупного теннисного турнира в Санкт-Петербурге. Двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова, Умара, сегодня госпитализировали в больницу в Дубае с сильным гриппом, температурой и рвотой, и он не сможет провести 24 октября бой с казахстанцем Сергеем Морозовым на турнире UFC 254 в Абу-Даби. На этом мой большой итоговый выпуск главных новостей дня 18 октября подошел к концу. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, Ренат.